Привет, друзья! Вы в настоящем моменте, мы Виталий и Лада. Сегодня 6 декабря, воскресенье, зима, солнечный день и Троещина. Мы 100 лет не были в этом районе. Про Троещину знают все, даже те, кто никогда не был в Киеве. В народе бытует мнение, что если жизнь дала трещину, едем на Троещину. Считается, что это самый криминальный, неблагополучный и отшибный район Киева. Нам очень интересно, так ли это на самом деле. Если у вас что-то не так пойдет, я вас ноги вам всем переломаю. Мы предполагаем, что здесь могут быть самые дешевые квартиры по аренде жилья, ну и по покупке жилья. Так что поехали с нами, будем расспрашивать жителей, звонить риэлторам и смотреть, что здесь есть. Сегодняшнее наше путешествие по Троещине мы начнем от печально известных Днепровских башен. Вот они сейчас перед вами. Это 6 башен, одна из которых наполовину только была возведена, и которые стоят здесь уже целых 20 лет вот в таком состоянии. Точнее, 20 лет назад они начали строиться, и вот 10 лет их строили, а 10 лет они уже стоят вот такие. Это один из самых известных долгостроев Киева. Кроме того, что это долгострой, это еще и одна из самых известных афер. Здесь продавали людям квартиры по несколько раз. Люди вложили сюда огромные деньги. На те времена квартиры в Киеве стоили очень дорого, по 100 тысяч. Это лютый трэш любого инвестора. Да, по 100 тысяч долларов за однокомнатную квартиру. А оказалось, что это не просто долгострой, эти дома уже никогда не достроятся, потому что они в аварийном состоянии и они подлежат сносу вообще, но этим в принципе никто не занимается. То есть они стоят вот так вот, разрушаются, падают, да, и что с ними будет, неизвестно. Пока судьба их еще не решена, и пока они просто служат нам таким вот ориентиром при въезде на Троещину с Северного моста. Вот мы заехали оттуда, с правого берега по мосту. Если вы будете так заезжать, то вы сразу их увидите здесь. Это как бы памятник украинскому строительному бизнесу. Технику безопасности они пожарную не прошли, потом они как-то наклонились на 5 метров, что, да вы что? Что туда лифты нельзя установить. То есть они вообще в аварийном состоянии сейчас, да? А потом говорят, что их, может быть, снесут, как вот приводили пример, по-моему, в Германию, что они специально есть взрывчатка такая, что нету волны, ничего, но только раз и показали. То есть обещают, но что будет, неизвестно. И сюда, знаете, была когда-то передача вот про эти дома. Люди ж очень боялись. И тут вложили деньги в эти котлованы, раньше котлованы. Они все судьи, юристы, адвокаты, все грамотные юридические люди. Они изучали этот договор, вот так, каждое слово. И все равно надули. Все равно афера такая, да, конкретная получилась. Это трамвайная линия вдоль улицы Анаре де Бальзака. Эта линия могла бы быть линией метро, которая так и не состоялась. Вон там есть пересадочная станция, которая соединяет эту линию трамвайную с линией городской электрички. Тоже еще один провальный проект, который должен был быть заменой метро на Троещину, но который так и не получилось. Мы настолько уважаемый район, что к нам даже метро боится ходить. Церковь, наверное, единственное сооружение на Троещине, которое не выглядит угловато, квадратно.
и серо. Красиво, особенно сегодня, в солнечный день. Ну а вот это должен был быть лифт. Точнее, он здесь есть, но, понятное дело, он не используется, стоит закрытый, мусор валяется. Это вот реалии Троещины. Географически Троещина находится в северной части Киева на левом берегу Днепра. Население около 300 тысяч человек, это почти как в Житомире или Ивано-Франковске. С западной стороны массива протекает река Десенка, а с восточной стороны находится озеро Алмазное и промышленная зона. Массив был построен на месте сел Выгуровщина и Троещина, и по сей день ближе к реке есть улицы, застроенные невысокими частными домами. Друзья, мы остановились на улице Оноре де Бальзака. Остановились, потому что увидели вот эту вот красивую церковь. И здесь же мы хотим посмотреть вот эти вот дворики. Какие здесь дороги, какие здесь вообще дома сами. Красивые, некрасивые, старые. Ну, я вижу, они не очень старые. Эти дома были построены все где-то в середине 80-х годов, после 86-го года, после того, как бабахнула Чернобыльская АЭС, и сюда заселяли людей в Припяти и из Чернобыля, вот в эти места, в эти дома. И были построены в основном, вот начиная от 9 этажек и выше до 18 этажек, панельные дома, потому что они строились быстро. И пятиэтажек здесь вообще нету хрущевских. Было распланировано так, что в каждом небольшом микрорайоне должна была быть школа, садик, спортивные площадки. Мы вот сейчас видим детские площадки. Такие, смотрите, детские площадки. И практически вся Троещина выглядит где-то так. Такой район раскидистый, да, вот много места здесь, то есть строили так, не жалели места, здесь нету такой задушенности. Если, допустим, сравнивать еще лет 15 назад, здесь был более урбанистический район, вот такой, как Поздняки, Осокорки сейчас, да, то есть деревьев не было, здесь были просто дома, просто одни дома лысые, то есть здесь было немножко неуютно, сейчас уже выросли деревья, и район такой стал зеленый, и, как по мне, так вообще уютный. Ну, приобрел какую-то да, уютность. приобрел. На Троещине новостроев не так-то и много, хотя, конечно, есть, и в основном они строятся где-то в конце Троещины, на улице Милославской. Если говорить о ценах на покупку квартир, то мы будем говорить сейчас не только про новострой, а и про вторичный фонд. Сколько стоит квадратный метр на Троещине в основном? Ну, в основном от $800 до $1000 за квадратный метр. $800 это в основном новострои и большие площади, то есть квартиры с большими площадями. То есть квартиры с ремонтом уже и с более маленьким, чем меньше площадь, тем дороже получается. То есть уже от $1000 за квадратный метр. Квартира в 35 метров новострой будет стоить $30 000. Это без ремонта. Квартира с ремонтом, уже в таком вторичка, будет стоить, ну, я нашла за $48 000. Ну, все-таки с ремонтом должно да, стоить с дороже, ремонтом. Ну, хотя там такой и это приличный, более старый. нормальный ремонт, то есть ты можешь зайти и жить. Это не такой ремонт, что тебе сразу надо его переделать. А насчет аренды мы звонили тоже риэлторам и узнавали, за сколько можно снять дешевле всего квартиру вот в таких домах, например, в такой 9-этажке или в такой 16-этажке. Алло, добрый день, девушка. Я звоню по поводу однокомнатной квартиры на Троещине на улице Марины Цветаевой за 5500. Есть такая? А кто будет жить у вас? Семья из 2 человек, взрослых. В смысле, жена? Это вы? Ну да. А как вас зовут? Лада.
Ладочка, Мгм. сейчас я узнала, вчера там смотрели ее родственники, что они там решили. Немножко о себе скажите, работаете, учитесь, чтобы я могла... Работаем, взрослые. Скажите, пожалуйста, а вообще, ну, это реальная цена 5500, да? Какой там ремонт? Вы можете немножко рассказать? Реально. Дело в том, что у нас серия очень хорошая, это 43 квадратных метра. Все, что там вы видите, оно так и есть. Вы же видите мебель там советского периода. Мгм. Вот, ну как бы так. Поэтому мы поставили 5500 с учетом так, сегодняшнего дня. Ну, люди не так богатые, и цены на аренду немножко подолжены. То есть реально снять квартиру за 5000 гривен. Но это будет опять-таки квартира, ну, не с самым лучшим ремонтом. С более хорошим ремонтом будет стоить уже 6,5-7 тысяч гривен. Вот такие вот цены. Благодаря тому, что сейчас Коронавирус. коронавирус. Да, она так сказала, что немножко, да. цены немножко упали из-за того, что пытались объявить локдаун. И из-за этого хозяева квартир начали снижать цену для того, чтобы приезжие не испугались. Ну, в общем, не знаю, как это действует, но факт тот, что коронавирус влияет на ценообразование по аренде квартир. Вот такая вот история. Приезжайте сейчас. Да, да, да. Дешево В этом снимайте, смысле да. получается коронавирус на руку тем, кто сейчас хочет приехать в Киев и снять здесь жилье. Чернобыль, Да, вот здесь да? очень много чернобыльцев живет. А, весь да, дом. даже так, А? весь дом. Ну здесь не один дом, да, вот этот участок, это получали они тогда квартиры, Ага. заселили. Ну вот именно здесь вначале, это же в советские времена было построено, вот этот участочек. То здесь очень много школ, садиков, магазинов. Проблемы с садиками Здесь нет. нету. То есть Абсолютно, всем да. хватает, да? Да, здесь, ну, как бы построено было, запланировано, как раньше строили, Ага. знаете, один дом, две. Ну да, не так, две как школы. сейчас. Вот она учится, у них вообще нету перегруза там. Прекрасно. Вторая смена для нас понятие не То есть знакомо. такого нету. Да, А здесь нет. больницы как? Ну вот поликлиника. Это И поликлиника. это взрослая, да. Здесь и ну, здесь взрослых в основном, да, таких именно стационаров как бы нету. Так, не, Ну, здесь нет. проблемы тоже, А да? поликлиника, амбулатории, детских? да? Не, ну это чуть дальше, не Запорожца. А именно поликлиники, детские, взрослые, То есть достаточно. без проблем. Да, а как добираться? Вот, то есть, допустим, как вот этот момент, как для вас? Ну, смотрите, если ехать в центр, то здесь и развязка по транспорту тоже очень хорошая. Хорошая, Да. Конечно, метро не хватает, это однозначно. А сколько добираться до метро? С вашего Ну, если без опыта? пробок, 15, 20 минут. А если с пробками? Вот как? Ну, смотря какая пробка. Максимально, сколько вот у вас? Ну, не могу, смотри, час, может, смотря какая авария, пробка. Это вы к Сейчас, какому да? метро имеете в виду? Черниговское или? Ну, к Дарнице ближе. Ну, и к Дарница. Петровке тоже, это нормально. То есть за час при любых пробках можно добраться, да, получается? Метро? Да. Ну, если, допустим, за даже полчаса, Я, говорят. за я полчаса. имею в виду Полчаса, самое да. страшное. Вот и пробка там. Ну, самое страшное, это если авария какая-то Авария, случилась. да, Ну, вот то есть- было сложно летом, когда мост ремонтировали туда. Ну, люди были настроены То есть, на то есть это. проблемы нормальные, да? Вы Метро, знаете. конечно, не Там, конечно, не помешает. помешает, Здесь да, но- много парков, ну, Ага. как для меня. Вот на Десну дети, можно пешком ходить. Ну, вот здесь же рядышком Десна. Класс, надо сейчас туда пойти посмотреть, Да. жалко, сейчас холодно. Да, вот здесь, ну, как бы за церковь Ну вы Десна. купаетесь там, загораете, да? Там набережную сделали. Прекрасно. Или, например, за Московский мост, вот там тоже, Ага, тоже там. хорошая Мгм. набережная. Мгм. Вот, то есть детям есть где. Ну, То есть жить здесь, в общем-то, Хорошо, комфортно, да? Хорошо, да. Это не такой, как вот знаете, убитый район, как всегда, Троещина, Нет. трещина в Отшиб. жизни, там, ехать на Троещину. А вот насчет криминальной обстановки, вы же знаете, славится Я район. спокойно, не знаю. Ну, я с 86-го года вот на Троещине. А, то есть вы с самого начала Да, этого района там, ну, живете? как То есть- родители получили с самого начала, я не буду говорить, что это криминальный район, как вам говорят. То есть в этом плане тоже. То есть и в те времена было нормально, это была преувеличенная, да, конечно. история с криминалом. И сейчас так вообще, Ну, по-моему. вообще, я знаю, там считается, что даже Оболонский район более криминальный, потому что живут более, ну, как бы обеспеченные люди, есть что воровать, да. А, Что вот здесь так. воровать, понятно, здесь много, ну, живет, которые заселялись там с сел,
Ну, в свое Ну время, да, тут же села были раньше. Да. Села там, вот, которые рядышком пригороды. Поэтому ну, с простых таких коренных киевлян, они, ну, скажем, тут немного. Ясно. Значит, Троещина оказалась самым законопослушным районом Киева. Прикиньте. У меня есть подозрение, что вот это вот вечером красиво подсвечивается. Друзья, Троещина классная. Мне очень нравится. Рядом с Троещиной протекает река Десенка. Мы пришли сегодня посмотреть на пляж 15 минут ходьбы от жилого массива, от жилого массива, и вы уже здесь. километр. И вы попадаете в такое чудесное место, в такой пляж, песочек. То есть можно купаться, загорать, да еще и благоустроенная набережная целая. Чудеса, да и только. Да, и это, кстати, сделано не очень давно, возможно, в прошлом году. Но мы уже давно здесь не были, не будем утверждать точно. Смотрите, есть спортивные какие-то снаряды, тренажеры, площадки, какие-то навесы есть. Передевалка вон прямо у самой воды. О, какие-то люди даже купаются, смотрите. Моржи, да ты что? Боже, ну это надо снять, конечно. Если они не против. Обалдеть. Галка, смотри. Зима же ведь, люди. Вот это да. Круто, да? Да. Я, кстати, слышал о том, что моржевание в этой местности, как бы вот, это групповое занятие здесь. Обалдеть просто. Ты Люди не любят, хочешь? даже когда снег лежит, просто этой зимой нету снега. Я бы, ну, может быть, и хотел, но мне страшно. Так радуется, как будто они покупают. Да. Вы не против, мы вас тоже снимаем? Не, можете, но мы уже второй раз не будем купаться. Да, да. Мы хотим просто... Просто сводит немножко. Да вот мы как раз хотели услышать, какие ощущения. Офигенно. Ощущения отличные, организм перезагружается, снимается стресс, улучшается настроение. Ну, как бы бомба, вот. То есть, когда вы заходите, вам холодно, да, а потом в воде уже не так холодно или? Да холодно, в принципе, всегда, просто дело в настрое. Нужно себе вот решить, что я сейчас буду купаться. И главное, не передумать вот в процессе. Ну, и заходишь, и все. Ну и когда вы выходите, сейчас вам очень холодно или Сейчас нет? мне уже тепло. То есть вот буквально, когда выходишь, такой есть момент, когда все немножко сдавливает в голове, в теле, и кажется, прям, ух, сейчас не дойду. И потом выходишь, и буквально секунд 5-10, и все классно уже. Вот сейчас мне тепло, хорошо. Сейчас даже особо одеваться не хочется. Я понял. А вы готовились вообще вот, ну, к такому А я круглый купанию? год Или купаюсь. Круглый год как бы купаюсь. Я и зимой, постоянно, и летом, да. Класс. Ну, вот когда было где-то месяц-полтора назад, была водичка потеплее, то мы и плавали не так, чтобы зайти и выйти, а ну, плавали. А начинали как? Ну, так и начинали. Вот просто вот Как-то, так вот? не знаю, какой-то год был, наверное, сейчас помню, 10-й, наверное, был. Да, 10-й год, и было минус 25, крещение. Вот вы прям... И типа все, давайте купаться. Я так подумал, а чё бы нет, покупаемся.
Я так покупался, мне понравилось, так и самочувствие улучшилось. И с тех пор думаю, надо всегда То есть купаться. вы не заболели, ничего? Нет, так да, от вот этого без не заболеешь. подготовки сразу вот так Нет, вот. от этого не заболеешь. Это все выдумки. Ну, не знаю, если сам себе придумаешь, что заболеешь, то как бы тогда да. Просто вот такое вот интересно, если я сейчас начну купаться, то есть можно так вот раз и начать, и вообще... И продолжать. Да, только главное правильно настроить. То есть нужно себе настроить, что я буду купаться, и все будет классно. Хорошо. И не сомневаться в этом, и тогда так и будет. В общем, Спасибо вам. да. Молодцы. Визуально, Да. да. Мы вами Короче, восхищаемся. вам завидую. Через 2 кілометри. Поверніть праворуч на вулицю Сержа Лифаря. Это что-то сгорело. Смотри, как они настроили. А вот мы заезжаем в такой вот двор на улице Закревского. Кажется, кто-то обосрал эту машину. Представь, сколько это надо птиц, чтобы вот так обосрать машину. Смотрите, в какой мы аутентичный двор заехали. Здесь вот даже парковка такая интересная. Машины стоят годами, явно. Колеса спустили. А в принципе, неплохая машина. Могла бы быть и на ходу, если бы кто-то занимался Nexia. Как-то здесь не по-троещински. Да? Ну вот в таких дворах и в таких панельных домах, если тебя привезти и высадить, ты никогда не поймешь, на Оболоне ты, на Вот я Виноградаре. хотела сказать, что или на похоже Троещине. на вот эти вот все-таки старые салтыковские дворики, да? Ну, так и есть, так и есть. Я не знаю, кто сказал, что метро нет на Троещине. Вот же оно, да? В этой вывеске воплотилась мечта всех жителей Троещины. Метро! Оно пришло, но на нем никуда не уедешь. А вот вход в метро. Пойдем. А боюсь, там нет поездов. Памятник скворечникам, что ли? Хуже на то. Что они имели в виду? Друзья, если кто-то знает, что это, зачем это, к чему это, пишите в комментариях, потому что мы понятия не имеем, зачем здесь скворечники на улице Закревского. Да, было бы очень интересно узнать философский замысел этого всего. Что они имели в виду? Здесь у нас киностудия Film.ua. Если я правильно сейчас произношу. Класс. Прям настоящий, смотри. Ну да. Вы не вы, друзья. Виталик никогда бы вблизи не увидел этот самолет. Самолет. Спасибо вам. Я даже могу его потрогать. Оказывается, пропеллер деревянный. И на самом деле это все-таки макет. Колеса только настоящие. И мы поедем в самый край Троещины, вон туда, куда идет трамвайчик. И что мы там посмотрим? Просто посмотрим, как заканчивается Троещина. Мы уже Правильно? должны полностью Троещину Рассмотреть. посмотреть, чтобы сделать, подвести итог и свое Точно. впечатление о Троещине. Самый уже конец Троещины, дальше уже город заканчивается, и здесь находятся новые районы, то есть новые жилые комплексы, да? Да, жилые комплексы. Все новострои в основном здесь, на краю Троещины. Это вот улица Милославская, это улица Закревского. Мы стоим как раз на углу.
Здесь такое неслабое движение. Всякие шиномонтажи, стоянки. Отойди с дороги, пожалуйста, а то тебя сейчас заедут. Задавят. Ходит Автостраховка. трамвайчик, остановка маршрутки. Вот, и такой новый совершенно район. И если вы, например, надумаете покупать в новостроях квартиру на Троещине, то это, скорее всего, будет вот здесь, в таком зажопе, я бы сказал. Хотя, в принципе, не так-то это и далеко. Но В какая общем, разница, если уже жить на Троещине, то уже разницы особой нет. Все равно добираться далеко до метро. вот, дальше за этими домами уже просто начинается село, которое называется Погребы. Но, естественно, квартиры в этих домах будут уже стоить дороже. Как купить, так и арендовать. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. It's never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling.